Привет, друзья! Сегодня приглашаю вас на прогулку в Парк Победы, что на Салтовке в Харькове. Просили по возможности показать, что я и делаю сегодня для вас. Как он выглядит в наши дни, что в нем происходит, давайте посмотрим. А с вас, как всегда, лайк и подписка на канал. Погода сегодня не самая прекрасная, но уверен, это никак не отразится на нашей прогулке. Парк Победы – городской парк в восточной части Харькова, расположенный в Салтовском районе города. Парк был заложен в 1985 году к 40-летию Дня Победы на территории бывших коллективных садов. Площадь парка около 45 гектаров. Конечно, он нисколько не сравнится с центральным парком Харькова, но все равно он довольно большой. Парк начинается вот таким памятником. Он стоит в начале аллеи. Памятник, в котором соединились Чернобыль, Вторая мировая война и война в Афганистане. Памятник символизирует пламя, которое горит вокруг одинокого воина Украины. Он посвящен погибшим жителям всего Салтовского района. Также здесь есть памятный знак погибшим воинам-афганцам. Аллея памяти 270 воинов, жителей Харькова и Харьковской области, погибших в Афганистане. Стоит отметить, что Парк Победы в 3 раза больше по площади сада Шевченко. В парке функционируют 2 небольших, но красивых фонтана в начале и конце аллеи. Сейчас, правда, в зимнее время они не работают. С высоты птичьего полета Парк Победы образует почти ровный квадрат. Не так давно здесь была проведена реконструкция, и парк приобрел более современный вид. На территории парка есть зеленые аллеи, где можно прогуляться, а также отдохнуть на скамейках. Здесь находится большое количество аттракционов. Большинство из них было перенесено из Центрального парка Харькова. В 2010 году в прессе был опубликован материал, в котором описывались опасения харьковчан относительно посещения Парка Победы. Они были связаны с аварийным состоянием аттракционов, а также отсутствием освещения части территории парка в ночное время. В результате власти разработали план по реконструкции парка. В 2016 году власти разработали план по реконструкции Парка Победы на 3 года. Он включал в себя строительство новых детских площадок и мест для занятий спортивными видами – футболом, теннисом, баскетболом, модернизацию скамеек и установку новых светильников. Новые скамейки должны были быть сделаны из специального материала, на который не влияют погодные условия. И вот в 2020 году была произведена реконструкция парка. Он стал таким, каким вы его сейчас видите.
На территории парка находится Харьковский дворец детского и юношеского творчества, видео про который есть на канале. Если пройтись по одной из аллей парка, можно увидеть церковь. Этакий огромный храм. А называется он, знаете как? Храм Святой Праведной Блаженной Матроны Московской. Храм расположен на самой высокой точке парка. Строительство храма началось еще в 2006 году. Одной из ведущих проектных организаций города Харькова и известным архитектором чечельницким Павлом Георгиевичем был разработан проект, который предусматривал строительство храма. Строительство церкви завершено в 2013 году. Понятно, что данный храм сейчас не работает по известным всем причинам, да еще и с таким названием. А если зайти в Google и посмотреть информацию про эту церковь, то там и вовсе написано, что закрыта навсегда. Друзья, у меня на канале есть еще одно видео про Парк Победы в Харькове. Там тоже много интересной информации. О том, как парк выглядел раньше, до реконструкции, какие были аттракционы. Ссылку на то видео я оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Я благодарю всех за просмотр, за прогулку вместе со мной. До новых встреч на канале.